Если вам кажется, что BYD просто раздает своим моделям случайные названия, то это не так. Как думаете, что объединяет Han, Tan, Yuan и Цинь? На самом деле, все они названы в честь великих китайских династий. И если Han и Tan – это скорее история про более дорогие и статусные автомобили, то семейство Цинь можно назвать настоящей народной династией бренда. Именно здесь BYD выпускает доступные электрифицированные седаны, которые стабильно входят в число самых популярных моделей в Китае. Сейчас в линейку входят Цинь Плюс и Цинь L, но совсем скоро к ним присоединится еще одна новинка – Цинь Макс. На китайский рынок автомобиль должен выйти уже в августе, а дилеры уже раскрыли предварительные цены, и выглядит все довольно интересно. Покупателям предложат сразу две версии – полностью электрическую с запасом хода до 630 км и гибридную, которая сможет проезжать до 1200 км на полном баке и заряженной батарее. Самое любопытное – цены. На этапе предпродаж гибридный Цинь Макс оценивается примерно от 17 тысяч, а полностью электрическая версия – от 18,5 тысяч долларов. И судя по приставке Макс, здесь решили сделать ставку не только на размеры, но и на оснащение. Так что если вы давно присматриваетесь к относительно недорогому современному седану с богатой комплектацией, похоже, BYD готовит очень сильное предложение за вполне разумные деньги. BYD позиционирует новинку как модель для молодой аудитории. Здесь нет попытки сделать дизайн слишком вычурным. Наоборот, все выглядит современно, аккуратно и достаточно гармонично. Посмотрите на переднюю часть. Вместо привычной решетки радиатора здесь глухая панель, которую объединяют вытянутые светодиодные фары. Сейчас такой стиль встречается все чаще. А сложная форма переднего бампера с крупными воздухозаборниками по бокам добавляет немного спортивного характера. Обратите внимание и на капот. Видите, как его линии плавно переходят в передние стойки? За счет этого силуэт выглядит более обтекаемым, а сама машина – динамичной. Если посмотреть на машину сбоку, то становится заметно, что кузов выполнен в стиле фастбэк. Покатая крыша плавно уходит к короткому багажнику, и за счет этого автомобиль кажется длиннее и элегантнее. Здесь же полускрытые дверные ручки – уже практически обязательный элемент современных китайских автомобилей. Автомобиль оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Сзади главный акцент – это сквозной светодиодный фонарь с необычным рисунком, который выполнен в виде китайского узла. Ну и еще одна деталь, которую сложно не заметить – лидар на крыше. Он работает в составе фирменного комплекса ассистентов водителя Deep Pilot 300. Именно благодаря ему автомобиль получает расширенные возможности систем помощи водителю. Если коротко по размерам, то Цинь Макс – это уже вполне крупный седан. Длина здесь 4866 мм, ширина 1880, высота 1495, а колесная база 2820 мм. Если сравнивать с более знакомыми моделями, то по габаритам он на уровне Toyota Camry в последнем кузове. Причем интересно, что внутри своей линейки Макс выглядит одним из самых крупных седанов. При этом снаряженная масса автомобиля составляет 1685 килограммов. Теперь про подвеску. Спереди здесь классический Макферсон, а сзади независимая пятирычажная подвеска. Но есть еще одна интересная фишка. В дорогих комплектациях можно получить систему интеллектуального управления кузовом DZS-C. Она сама может подстраиваться под дорогу в реальном времени. Внутри амортизаторов стоят электронно управляемые клапаны, которые меняют жесткость. Цинь Макс выходит в двух версиях – гибридной и полностью электрической. Начнем с гибрида. Здесь стоит 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор на 101 силу в паре с электродвигателем на 238 сил. Максимальная скорость – 185 км в час. А благодаря батарее на 25,3 или 34,3 кВт-часа машина сможет проехать на электротяге 220 или 300 км по китайскому циклу. Расход при пустой батарее заявляют 3,6 литра на сотню, а общий запас хода превышает 1200 км. Теперь про электроверсию.
Здесь будет два варианта мощности – 163 и 326 лошадиных сил. Старшая версия сможет ускоряться до 100 км в час примерно за 5 секунд, а максимальная скорость составит 170 км в час, независимо от мощности. Батареи тоже две – 53 или 64,3 кВт-часа. Заявленный пробег – 530 и 630 км соответственно. Правда, это снова китайский цикл, а он, как мы знаем, любит показывать красивые цифры. Поэтому в реальной жизни, скорее всего, стоит рассчитывать примерно на половину заявленного пробега. Главная фишка этой новинки – скорость зарядки, которая не имеет аналогов даже в Китае в этом ценовом сегменте. Машина получила в базе 900-вольтовую платформу и батарею второго поколения с поддержкой быстрой зарядки от 10 до 70% за 5 минут, а до 97% примерно за 9 минут. Даже зимой, по словам производителя, это время увеличится всего примерно на 3 минуты. И важный момент – такие зарядные станции постепенно выходят за пределы Китая. BYD активно расширяет инфраструктуру в Европе и к концу 2026 года планирует установить около 3000 станций, включая примерно 300 в Великобритании, где бренд сейчас активно развивается. Заглядываем в салон, и здесь уже знакомая современная китайская классика. Все по канонам. Отдельная цифровая приборка, 15 и 6-дюймовый экран мультимедиа, проекция на лобовое стекло. За двухспицевым рулем небольшой подрулевой селектор трансмиссии выглядит аккуратно и современно. Центральный тоннель сделали двухэтажным. Сверху удобно разместили беспроводную зарядку, физические кнопки, открытые подстаканники и компактная шайба управления. Она отвечает за настройку температуры в центральном подлокотнике, где предусмотрен бокс с функцией охлаждения и подогрева. По материалам салон тоже приятно удивляет. Здесь много мягкого пластика, есть аккуратная строчка на консоли, дверях и сиденьях. Причем привычный для китайских машин глянцевый черный пластик, который часто собирает критику за отпечатки и пыль, заменили на матовые элементы. Отдельно хочется отметить атмосферную подсветку. Ее спрятали в панели под дерево на дверях. И самое интересное, перед нами все-таки бюджетный автомобиль. Ощущения внутри стараются сделать гораздо дороже. Конечно, здесь не натуральная кожа. Используется эко-кожа с перфорацией. Панорамная крыша получила электрошторку, а передние кресла могут быть с подогревом, вентиляцией и даже массажем. По практичности тоже все неплохо. Багажник предлагает 513 литров пространства, а у электрической версии спереди есть дополнительный отсек еще на 115 литров. По Цинь Max пока раскрыли не все. Остальные детали и официальные цены обещают показать ближе к полноценному запуску, который запланирован на 13 августа. Но кое-что уже стало известно. Предварительные цены появились благодаря информации от дилеров. Версия с гибридной установкой DMI, по предварительным данным, получит 4 комплектации, примерно от 17 до 21 400 $. Полностью электрическая версия будет чуть дороже, 5 комплектаций в диапазоне примерно от 18,5 до 23 тысяч $. Но есть нюанс, это еще не финальные цены. Сейчас мы видим именно предпродажные предложения, а после официального старта продаж BYD вполне может сделать их еще интереснее. В общем, BYD снова делает то, что у компании получается лучше всего. Берет технологии, которые еще недавно считались уделом дорогих и премиальных автомобилей, и постепенно делает их доступнее для более широкого круга покупателей. Цинь Max пока выглядит очень интересным игроком. Просторный кузов, быстрая зарядка, хорошее оснащение и цена, которая заставляет внимательнее посмотреть в его сторону. И уже сейчас становится понятно одно – BYD продолжает активно менять автомобильный рынок, и конкурировать с такими моделями становится все сложнее. Рынок развивается стремительно, и если раньше многие просто присматривались к китайским автомобилям, то сегодня производителям и покупателям приходится воспринимать их уже как серьезных участников глобальной конкуренции. Вот и финиш этого выпуска, но впереди еще много интересных обзоров. Ваш лайк и подписка – топливо, которое держит наш канал в движении. Делитесь мнениями в комментариях. Вместе мы делаем контент еще ярче. Желаем вам удачных маршрутов,
полного бака и комфортных поездок. До новых встреч на канале.